Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за змею Арис. Будем бустить ее на 1200 рейтинга. Да, конечно, хочется прокачать очень сильно на 16 уровень, но я понимаю, что это просто того не стоит. Потому что меняется, по сути, только хпшка. Ну ладно, давайте глянем, что меняется, я просто уже особо не помню. Быстренько, вкратце это заценим. Ну, вроде только хпшка меняется. Ну, вот, копье. Копье бесполезное, поэтому... К сожалению, нет. Вот, понимаете, вот разница между 15 и 16 Арис это ХП и атрибуты, которые почти уже ничего не дают. Вот такие дела. Странно это, конечно, да, но что есть, то есть. Отправимся, в общем, в командные бои. Сборка стандартная, потому что играем на урон. В основном, ну и какую-нибудь выживаемость, конечно, для команды, для себя надо личную оставить. Конечно, хотелось бы что-нибудь пожестче, но что есть, то есть. Заберу сразу копье, потому что нужно хотя бы что-нибудь, чтобы было. Да. Все, погнали, погнали. Блин, а у них граната здесь. А мы не сможем победить. Граната слишком жесткая, вряд ли я смогу ее затащить. Хотя, я там сейчас гранату закинул по этим челиксам, да? И по идее сейчас... О, сколько урона, смотрите, сколько урона с гранатки, а? Кайф? Кайф. Нате вам еще урончик. А, что, замедляетесь, да? Как вам моя гранатка? А, ребятки, нравится? Нравится, нравится. Конечно, нравится такая гранатка, да? Только сейчас надо очень аккуратно сделать, на самом деле. Не быковать сейчас мне нельзя. По одной простой причине, потому что хилки нету. Нужно залутать сейчас гранату. И врываться. Врываться сейчас достаточно жестоко врываться нужно. Я стараюсь как могу сейчас врываться. Но они не будут уже своего союзника резать. У них уже нет шансов просто. Ой, а чё остановился? Так, а ну-ка, все нормально. Фух. Брюсик, отдай гранатку. Ну, Брюсик. Ох уж жадная морда. Пока он там... Вот самое прикольное, знаете что? Пока он сидел вот там, вот я тут убивал два сквада. Вот он, этот Брюс, да? А теперь он лутает легендарную гранатку. Потому что он такой полезный, да. Конечно же. Интересно, есть хотя бы тройные гранаты, нет? Ой, как же обидно, на самом деле. Ну, кстати, мне очень повезло, у меня высокие уровни. Ну, и против меня были не самые низкие, да? Но Айрис это, конечно, жесть. Вот, смотрите, до конца экрана граната летит. Это я еще дальность на максимум даже не качал. А вот это дробовичок золотой. Как вам? А если легендарный, представляете, что там? Да. Там зверь просто нереальный становится. Но это змея. Все-таки, как ни крути, в замесах она одна из сильнейших. И никто с этим поспорить, к сожалению, не сможет. Или к счастью. Ну, в общем, ладно. То дело такое. Просто бежим. Добиваем оставшихся противников, в принципе, тут уже ничего не важно. Он, кстати, кинет гранату, нет? Зачем ты ее вообще брал? Самое прикольное то, что он ее взял и ни разу не кинул еще. Очень интересно, да, Брюс? Полезная граната для тебя. Да-да. Полезный Брюс, полезной гранатой. Так, ну, закинем сюда. Так, нету здесь никого. Наверное, в кустах, может, там каких-то боковых сидит кто-то, да? А Генри должен увидеть, по идее. Но если он там не видит, значит там никого нету. Логично. Конечно, могут сверху еще сидеть. Здесь кустики еще не зачеканы. Но мы сейчас с Генри пойдем в нижние кусты, наверное. Посмотрим их. Хотя, может, здесь Яра уже смотрела. Ну, Генри ни на кого не нападает, поэтому... Здесь никого нет, скорее всего. Ну и все, получается. Значит, были где-то сверху. Очень странно, на самом деле, где противник. Непонятно. Может, Бак с ним дерется? Ну-ка, пойдемте к Баку. Может, там какой-то неуловимый Джо? Да. Неуловимый противник. Бака здесь. Не, Бак уже все кусты оббегал, тут никого не было. Скорее всего, спрячется под текстурой. А, вон он. Вылез, да? А Брюс так легендарную гранату не кинул. Полезный, да? Бота убил, кстати, если что. Бота убил, да? Полезный. Вот такие вот союзники, да? Как гранату лутать, так они первые, а как драться, так они стоят вдалеке и ничего не делают. Гений. Гений. Фух, ну, конечно, было эпично в самом начале, но эта змеюка, она может тащить, поэтому на ней кайфово играть, на самом деле. Но, опять же, гранаты у меня сейчас здесь очень классно прокачаны в плане баланса.
У меня и дальность, и радиус, и перезарядка. У меня все есть на этих гранатах. Поэтому они могут... Ну, я могу себе позволять очень многое. В плане успешности. Опа. Давайте все сюда. Так, гранатку лутаем. Красиво. И погнали дальше. Дробовичок какой-нибудь найти красивый тоже. Хотя бы. О! Так. О, золото. Ля, какой кайф. Уже фулочка, считайте, есть. Осталось просто найти кого-то и все в кого-то в этого кинуть, да? Да. Вот смотрите, просто вот так вот кидаешь. Блин, конечно, радиусов бы побольше. И дробовичком сверху. И кайф. Ну, это змеюка, да. Имба, чё? Конечно, ну, она в себе сочетает сильные очень стороны. Опа! Лышечка, ты куда? Опа, замедление какое, да? Классное. Смотрите, гранатка кидаю в троих сразу. Опа, дробовичок по троим, а? Кайф. А ты куда, Яра? А чё, замедление на? Лови, распишись. На тебе активным навыком. Ой-ой-ой, какие мы сильные. Какие мы сильные были. Никс, Никс, отдай. О, спасибо, спасибо. Какой ты... Вы видели, вы видели? Так, надо аккуратненько сейчас себя вести. А что у меня с командой? Ага, понял. Понял, принял. То есть они решили умереть, да? Не, ну я тут должен вытащить как-то. Без вариантов. Правда, у меня сейчас аптечки нету, надо хилиться. У меня пока что хились, все норм. Так, хилимся еще. Фух, ну. Легендарная гранатка, конечно, затащила. Не достаю до кенгуру немного. Уворотливый гад, получается. Но нет, не увернется. Фух. Ну, как бы да. Как бы вот. Я не знаю, сколько моя команда другая убила, но... Как бы вы все видели. Вот на секунду от них отвернулся, они уже 4... Нет, они проиграли, наверное, 3, да? Со мной же Никс был. Но вот, опять же, не хотят играть с 15-й Айрис вместе, да? Играют там свою какую-то игру. И вот так вот получается. Хотя, может быть, их просто сзади зацепили, но... Опять же, как их могли зацепить, если меня нет? Ну, как бы, странно очень. Ну да ладно. Что есть, то есть. Как бы второй топ-1 взят, погнали сразу за третьим. На самом деле, нужно в этих моментах вот так вот не заигрываться, как я заигрался и бросил свою команду. Нужно быть немного более командно ориентированным. На самом деле так-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Выбора нету. Орел там, конечно, влетел, но я ничего сделать не могу, понимаете? У меня нету никаких шмоток для орла. Орел глупый, не понимает. Ну все, ну как бы вот поражение. Видите? Из-за одного орла. Дурацкий орел. Дурацкий баланс, дурацкий орел. Ну, ладно, бывает. Сейчас просто выйдем с этого боя, пойдем в другой. Но, как бы обидно. Минус 8 рейтинга просто из ниоткуда. Просто из-за того, что не было рядом ни одной гранаты, ни одного дробовика. Был бы хотя бы дробовик, я бы вытащил. Но даже этого не было. А если бы гранатка была, там изи была победа. Я бы просто ее кидал, и бы там бы все бы умирали, и как бы было бы все красиво. Но вот такая вот ситуевина случилась, и это печально. Опять 13 орел, походу этот же попался, скорее всего. Но это не точно, потому что шанс на 13 орла, конечно, в нашей игре высок. Так, тут у нас ботик. Конечно, в этот раз не фулл. Золотой эквип, как в прошлом, но сойдет, я думаю. Так, ну пока что походим, наверное, с большинством в команде. Ну блин, без дробовика играть это, конечно, такое. С этим вообще смысла нету. Погнали, может вверх посмотрим. Мне кажется, там что-то осталось еще. О, отлично, как раз дробовичок золотой. Ля, как я удачно. Кайф. Хамелеон, ну зачем ты... Ой, орел не получил из-за хамелеона. Ну ты просто... Чё он там бегал? Чё он возле этой стенки делал? Что там возле этой стенки было такого, что тебе нужно было, хамелеон?
Вот понимаете, он здесь вот пришел и тут стоял. Что ему здесь нужно было? Серебряный дробовик? Серьезно? Наверное. Он опять же вот не увидел, что был золотой дробовик. Теперь у нас этот с серебряным только ходит. У него нет золотого как дробовика. Печально. А Орлу бы он пригодился очень хорошо. Вот надо в этом плане немножко быть чуть-чуть команднее. Обращать внимание на это микромоменты, и будет все красиво. Но сейчас мы это заценим. Осталось против нас 2 склада. На краю зоны драться будет, конечно, весело. Че уж, да? Так, надо сейчас держать дистанцию, это главное. Не подставляться. Тут легендарный дробовик у льва есть. Я специально сейчас ворвался для чего? Чтобы быстренько шотнуть льва. И сейчас позакидывать очень много урона. В принципе, я могу себе это позволить. Ну, мы вообще можем все вместе, да, это сделать. Лутаем аптечку, конечно же. Не дадим здесь залутаться. Ну, Джейд залутал легендарный дробовик. Тоже кому же еще он нужен, да? Как не Джейд. Кому же еще он так очень нужен? Ой, у меня просто слов нету. Стоит 13 орел, и Джейд лутает легендарный дробовик. Какая полезная. Ну да ладно. Это все-таки лучше, чем ничего. Чем он противника достанется, поэтому сойдет. Ну, чё, победка оформлена. Ну, вот видите, как бы... Если есть хотя бы какой-нибудь лут, то уже изи победа готовится. О, смотрите. Опять же, почему она залутала, да? И выбежала на край зоны. Вопрос. А теперь искать вечность последнего противника. Ну да, это ж очень интересно. Очень интересно искать последнего противника. Но, кстати, мы еще, наверное, 1Б с командой сейчас сыграем после этого боя. Ну, когда найдем этого последнего гения, который скрывается. Ему же так важно посидеть 3 минуты в кустах. Это же так полезно, интересно. Очень прям. Как интересно сидеть 3 минуты в кустах. Как же интересно. Ай, да. Такая вот жизнь. Ходишь, ищешь гения, который сидит 3 минуты в кустах. И никто не знает, зачем он это делает. Никто. Где он? Где ты, гений? Или он в бочке сидит? Ай. А, ну конечно. Кто же еще? 7-й Никс, да? Почему бы нет? И такой он подумал. Я просидел 3 минуты в кустах. Какой же я гений. Да. Наверное, так он думает про себя. Скорее всего. Другого-то варианта нету. Ну что, отправляемся в еще один командный бой. Если я залутаю сейчас какой-нибудь дроп, то, скорее всего, это будет победа. Но, опять же, все зависит от команды. Все-таки у нас командная игра. Не, ну баг есть, Луи 14. Блин, нам срочно нужна сейчас граната, хотя бы какая-нибудь. Хотя бы какая-нибудь граната. Если мы сейчас этого... О, легендарная гранатка, ты шо? Ну дайте. Больной Никс очередной. У нас есть 14 уровень, у нас есть 12 баг, у нас есть... Я, 15 уровень. И лутает Никс 7. Как же горит. Как же горит с этого Никса, вы не представляете. Даже спасать его не хочется, на самом деле. Очень не хочется спасать этого Никса. По Орлу бах, видали, достался? Вот это преимущество у данного персонажа. То, что он может позволять себе вот так вот действовать. То есть прыжок с копья и вот так вот. И кидает. Поставим капкан вот здесь вот на входе, он пригодится. Блин, ну что у нас... Что у нас с черепахом? Смотрите, гранатка. Аля, как полетели. Так, бак там залетает. Я помогу бачку немного. Надо хотя бы сначала один склад добить, а потом уже со вторым разбираться. Так, один мы добили. Хилимся. Лутаемся. Луи там, кстати, нас перекрывает пока что. О, Никс, он бегает, видите, да? Какой полезный, скажите. Полезный, да. Домой просто! Кто батя? Кто батя? Змеюка батя. А, какой же кайф. Вот это вот кайф на змее играть. Вот ради этого только. Просто, видали, 5 киллов. 5 киллов одним дробовиком.
А, какой же кайф, вы не представляете. Качайте змею, ребятки, змея это топ. Не, ну конечно, большое спасибо тут Баку и Луи, которые тоже красавцы. Все, кроме Никса, у нас красавцы. Вот сейчас они, кстати, действуют очень опрометчиво, когда играют по одному. Я не хочу... Что они делают? Луи прикрывает Никса. Надо намекнуть Баку, чтобы играл командно. Погнали, бачок. У нас же все хорошо. Давай это, братан. Играй командно. Если надо бы скрыться, так противники не будут ожидать, что здесь сильный противник. Ну, типа я, да? И это позволит. Кстати, я только что видел, как мышка Луи умерла на карте. Так, ну пока что у нас все хорошо. Мы, правда, на краю зоны деремся. Но вот у нас очень все хорошо, я бы сказал. Даже слишком. Я здесь себе позволяю вот такие вот мувы. Сейчас похилимся. Ребятки сейчас залутают хпшку. Никс, давай, залутай. Будь полезным. Бесполезный, он не залутал. Точнее, мне не бросилась хпшка. А я случайно... Ну, я похилился заранее, чтобы получить больше преимущества. А в итоге этот гад не залутал даже хпшку. Как же... Ну, кто-то там другой залутал. Кто? Странно очень. Ну, ладно. Ну, как бы вот. Победка оформлена. Даже с этим неадекватным Никсом, который забрал у нас легендарный дроп. Ну, там был такой, конечно, замес. Просто ворвались в два сквада и растащили. Это было эпично. Да, вот змеюка, как вы видите, вроде бы думаешь... Сначала думал, что имба, потом думал, что не имба, потом перебалансил атрибуты и все, стало имбой. Вот такие вот дела. Имба, которую нужно балансить, да? Главное, пока что ее не пофиксили, можно вот так вот себе нагибать. Очень жестко, на самом деле, потому что это и пингвин, и яд, и огромная вот эта вот зона поражения. Просто для командных боев, наверное, один из сильнейших персонажей, которого можно только было сделать. Вот, кстати, кролик Скипи, который тут сидит, которого я опять же убиваю, скорее всего, вряд ли Бак его достал. А нет, Бак тоже достал. Ну, кстати, вот как-то маловато я фрагов набил, на самом деле. Ну, что есть, то есть. Бачок у нас просто молодец, Луи молодец. Черепах, который просто умер. Ну, он просто умер. Ну и Никс, да, как всегда. Это все. Наверное, ребятки, заканчивать будем, потому что, ну, как бы, видосик затянулся. Я понимаю, что змея просто топовая. Кайфуешь от нее, получаешь удовольствие, когда видишь вот то, что она делает. И хочется такого же персонажа. Кстати, этот персонаж достаточно на низкой лиге, если не ошибаюсь, то ли 3-я, то ли 7-я. Ну, честно скажу, не помню. Давайте сейчас быстренько глянем под конец видео. Да, затянем видео еще больше. Как же без этого? Похоже, 3-я, да? То есть выбить его... 4-й. Выбить его может почти каждый новичок. То есть у вас, по сути, есть возможность получить вот эту змеюку уже в самом старте. Кстати, вот. Сундучки, как вам, а? Интересно, добавить ли разрабы какой-нибудь там белый сундук? Или там разноцветный сундук, радужный? И сделать там 100 тысяч монет? Ну, вы понимаете, да, чё бы нет. Ладно, это уже другая история. Ах, да. Забыл кое-что сказать. Небольшой инсайдик. В феврале-март нас ожидает новый персонаж енот. Такие дела. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.